Яблоки падают в небо. Как сказано в Священном Писании, «По вере вашей да будет вам». И это действительно так. Вы всегда получаете только то, что готовы иметь. Внешнее намерение безукоризненно исполняет ваш заказ. Имеете то, что имеете, в соответствии с шаблоном своего мировоззрения и представлением о собственном месте в этом мире. Теперь вам известны все основные принципы трансерфинга, так что можете управлять своей судьбой по собственному выбору. Ваша судьба будет сформирована в соответствии с личным выбором и верой. Как выбирать, вы уже знаете. Осталось ответить на вопрос, как поверить во все это. Я уже говорил, что вы не сможете убедить разум до тех пор, пока он не встанет перед фактом. Разум может притвориться. Он также может верить слепо и фанатично, но это ложная вера, основанная на чрезвычайно сильном избыточном потенциале. Это когда самой убежденности придается избыточное значение. Разум настолько оглушен своим фанатизмом, что не видит и не слышит ничего. Он не только душу, но и сам себя загнал в футляр, поэтому такая вера слепа. Парус ложной веры никогда не наполнится ветром внешнего намерения. Ложная вера – это ловушка маятника в лабиринте неуверенности. Вам может казаться, что вы выбрались из лабиринта, но на самом деле это только иллюзия. В глубине души вы будете сомневаться, даже не подозревая об этом, потому что отгородились от сомнений защитной стеной веры. Как отличить ложную веру от истинной? Истинная вера – это уже не вера, а знание. Если вам приходится себя уговаривать, убеждать неважно как, с энтузиазмом или с принуждением, значит, это ложная вера. Знание формируется не убеждением, а фактами. Когда ваш разум предстал перед фактом, вы уже просто знаете. Ложная вера держится на контроле разума. Разум, находясь в иллюзорной комнате лабиринта, следит за тем, чтобы туда не прошмыгнуло ни одно сомнение. Если разуму хочется надеяться, он не желает ничего слышать. Никогда не убеждайте себя и не старайтесь поверить, иначе вы рискуете получить ложную веру, которая только кажется истиной. Иллюзия вскрывается, когда вы начинаете слушать шелест утренних звезд. Отпустите контроль разума и переключите его на осознание малейших признаков душевного дискомфорта. Если обнаружили дискомфорт, больше не пытайтесь себя убеждать и уговаривать. Когда будет достигнуто единство души и разума, вам не придется себя уговаривать. Заговаривать себя аффирмациями бесполезно. От того, что вы будете твердить себе «я своего добьюсь», тень сомнения не исчезнет, а наоборот, получит благодатную почву для развития. Душа не верит, коли вы пытаетесь ее уговорить. Душа не понимает ни логику, ни язык разума. Она также не допускает полутонов. Если спросить у души, достигну ли я своей цели, она ответит либо «да», либо «нет», но никак не может быть или скорее всего. При наличии малейшей тени сомнения ответ будет «нет». Итак, если душа испытывает сомнения, убедить или уговорить ее невозможно. Что же остается делать? Ответ кроется в утверждении, приведенном выше: душа не приемлет полутонов. Сомнение – это когда верится в некоторой степени, но не совсем. Душа это не совсем превратит в совсем нет. Она не верит и не сомневается, она просто знает, что будет, да или нет. Поэтому необходимо сделать один кардинальный шаг, выбросить из своего шаблона слово «верить» и заменить его словом «знать». Если разум просто знает, что произойдет то-то и то-то, душа с ним согласится без всяких уговоров. Вы верите в то, что держите в руках эту книгу? Нет, об этом нет и речи, просто знаете это и все. А где есть вера, там всегда найдется место сомнению. Теперь, отбросив понятие веры, позвольте себе знать, что ваше желание исполнится. Вы это знаете, потому что таков закон, цель будет достигнута, если есть решимость иметь, и вы сможете реализовать решимость действовать, двигаясь через вашу дверь. Выбор за вами. Вы хозяин, поэтому, если сами сделали выбор, любые рассуждения на тему «а если не получится» просто отпадают. Допустим, есть два варианта развития событий. Получится и не получится. Уговаривать, убеждать себя в том, что у вас получится, бесполезно. Но теперь есть знание, вы сами выбираете свой вариант.
Знание является той основой, на которой можно построить уверенность. Осталось совсем немного получить это знание. Для этого надо просто свыкнуться с этим знанием, принять его. Люди со временем привыкают к любым невероятным вещам, например, к телефону, телевизору, самолету, да мало ли было всего совершенно невероятного. Применяйте технику слайдов. Необходимо приютить знание в своей голове и ухаживать за ним до тех пор, пока внешнее намерение не сделает это фактом. Но ваша задача не уговаривать себя, а время от времени напоминать себе, что вы знаете, что цель будет достигнута. Когда будете думать о своей цели, то поймаете себя на том, что невольно по привычке сомневаетесь, опять думаете о средствах. Сомнения, конечно, будут, но их нужно отлавливать и сразу ставить на место. Я знаю, что успех зависит от моего выбора. Я выбор сделал. Так какие могут быть колебания? Постепенно они уйдут. Там, где нет веры, а есть просто знания, сомнения существовать не могут. Не нужно только очень стараться от них избавиться, и тем более бороться с их присутствием. В конечном итоге можете успокоить себя тем, что сомнения – это еще не гарантия провала. Просто тогда на вашем пути будут встречаться некоторые шероховатости. Хочу еще раз подчеркнуть, главное помните, что вы сами решаете, достигнуть своей цели или нет, а поэтому вам не о чем беспокоиться. Всякий раз, как только засомневаетесь, напоминайте себе об этом. Я опять обращаю ваше внимание на плохую привычку забывать и существовать полубессознательно. Новые знания легко забываются, а старые привычки сидят крепко. Помните всегда, что вы хозяин своей судьбы. Я не думаю, что Христос испытывал восторг от ходьбы по воде. Для него это было так же естественно, как для нас передвигаться по земле. Люди тоже могли бы ходить по воде, если бы сумели отбросить все сомнения, беспокойство, эмоции по этому поводу. Невероятно, но ведь вся история человечества – это сплошная череда удивлений по поводу абсолютно невероятных вещей. Например, железные корабли не могут плавать по воде, а уж тем более летать. Как только люди убедились, что можно плыть по воде на железных кораблях и летать по воздуху на тяжелых самолетах, больше никто не рассуждает по поводу возможности и реальности происходящего. Таская с собой сомнения, вы сильно уменьшаете свои шансы на успех. В пространстве вариантов есть две линии жизни. На одной цель достигнута, а на другой вы потерпели неудачу. Когда барахтаетесь в своих сомнениях, то излучаете энергию на частоте линии неудачи. В этом случае едва ли можно надеяться на успех. Провал будет обусловлен обстоятельствами, которые появились в результате излучения ваших мыслей. Вопрос нужно ставить иначе: не получится или нет, а что я выбираю, успех или неудачу. К такой постановке трудно привыкнуть. Вы всю жизнь убеждаетесь, что яблоки падают на землю, а не улетают в небо. Однако если будете постоянно ловить себя на сомнениях и сразу напоминать себе, что успех – это только вопрос вашего выбора, вы к этому привыкнете. Представьте себе, что с сегодняшнего дня яблоки стали почему-то падать в небо. Поначалу это очень удивит, но в конце концов вы с этим смиритесь и привыкнете. Что поделаешь, таково свойство яблок. Ведь не вызывают же удивления воздушные шары, улетающие в небо. А теперь проснитесь и попробуйте осознать, в чем я только что пытался вас убедить. Вам не кажется, что я вожу вас по лабиринту в поисках веры? Если поверили, значит попались в ловушку. Не обижайтесь, дорогой читатель, я всего лишь хотел продемонстрировать, каким образом разум блуждает в этом безнадежном лабиринте. Наше блуждание началось со слов, поэтому необходимо сделать один кардинальный шаг. Далее следовали попытки подменить веру еще не полученным знанием. Однако суть ее от этого не меняется. Точно так же действуют маятники, когда стремятся завоевать вашу веру. Можете не беспокоиться, трансерфинг – это не ловушка для разума, и все, о чем я писал в этой книге, не является плодом умозрительных упражнений. И даже это наше маленькое блуждание перестает быть ловушкой, если вы воспринимаете прочитанное не как призыв поверить, а как надежду обрести свободу. Чужая вера нужна только маятникам, но для трансерфинга она бесполезна.
Ведь я не пытаюсь вас убедить, а преследую совсем другую цель – разрушить стереотипы привычного мировоззрения, чтобы вырваться из футляра обусловленности и проснуться во сне наяву. Проснувшись, вы осознаете, что способны управлять своим сном. Для этого не требуется верить. Вы действуйте, а потом увидите, что будет. Не верьте, а проверяйте. Когда убедитесь, что трансерфинг действительно работает, тогда и будете знать. Вам наверняка не раз приходилось слышать утверждение о том, что если непоколебимо верить в свои силы, в победу, тогда можно добиться всего. Легко сказать «по вере вашей да будет вам». Но где взять эту веру? Как избавиться от сомнений? Да никак вы от них не избавитесь. Стремление обрести веру – напрасный труд. Если в вашей душе побывала тень сомнения, вы не сможете ее оттуда выгнать никакими убеждениями. Можно лишь обмануть свой разум. Он сделает вид, что не помнит о сомнениях, но они по-прежнему будут жить в душе. Оставьте бесплодные усилия обрести безоговорочную веру. Есть другой, более реальный путь. Не думать о средствах достижения, а крутить в голове целевой слайд и переставлять ноги в направлении к цели. Это не пустые мечтания, а конкретная работа по настройке своего излучения. Ведь ваши худшие ожидания реализуются. Так сделайте конкретную работу, осознанно и целенаправленно перестройте свое излучение на реализацию лучших ожиданий. Если у вас есть цель, но есть и сомнения, получится или нет, тогда сомнения вам помешают. Но отбросить их не удастся. И не нужно. Вера требуется разуму для того, чтобы обосновать реальность достижения цели. Оставьте ее в стороне и не думайте о средствах, а вживайтесь в слайд, на котором цель уже достигнута. Это и есть конкретная работа без убежденности. Доставьте себе такое удовольствие. Тогда внешнее намерение сделает свое дело, и яблоки сами упадут в небо. Яблоки падают в небо, когда разум встает перед фактом. Тогда он отпускает свой контроль и просто позволяет факту свершиться. Не имеет значения то, что ситуация непонятна, главное, что она реальна. Мы живем в мире, где люди катаются на велосипедах. Если бы человек попал в мир, где все летают, он бы тоже стал летать. Я уже говорил, что настраивая свое излучение на целевую линию, человек запускает механизм внешнего намерения. Вы крутите в мыслях целевой слайд и занимаетесь визуализацией процесса. А в это время ветер внешнего намерения медленно и постепенно двигает фрегат материальной реализации вашего мира в пространстве вариантов. Начинают открываться возможности, о которых вы и не подозревали. Более того, внешнее намерение начинает направлять действия так, чтобы приблизить вас к цели. Обратите внимание, иногда будет казаться, что обстоятельства складываются довольно странным образом. Но откуда знать, какая именно дорога ведет к вашей цели? Вы же не будете учить шеф-повара в ресторане, как готовить блюдо. Всегда помните, что разум не способен просчитать наперед все ходы, и ему неизвестно, как можно реализовать цель. Ведь обычными способами не получается. Так почему же вы опять пытаетесь залезть в прокрустово ложе привычных стереотипов? Предоставьте заботу о средствах и путях достижения внешнему намерению. Доверяйте течению вариантов. Даже помимо своей воли вы будете действовать так, чтобы прийти к цели. Вот каким образом работает внешнее намерение. Если вы сейчас идете по грязи, в дождь и холод, на ненавистную работу, но с праздником в душе, скоро все эти неудобства исчезнут. Сами увидите, куда. Вы просто перестанете удовлетворять своими параметрами всей этой обстановки. Я и сейчас пытаюсь не убедить вас, а вселить надежду. Из лабиринта веры нет выхода. Но должна быть надежда, что стены лабиринта рухнут, когда внешнее намерение продемонстрирует вам, как яблоки падают в небо. Не имея такой надежды, трансерфингом заниматься невозможно, да вы и не стали бы. Получив надежду, разум обретет опору под ногами, а душа оживится. Столкнувшись с досадной неприятностью или сложной проблемой, люди отдают энергию маятнику и чувствуют беспокойство, упадок сил, гнет ситуации. Человек или находится в состоянии боевой готовности, или руки у него опускаются.
И то, и другое ненормально и ведет к стрессу и депрессии. Спокойствия нет, опора потеряна, внутренний стержень уверенности сломан. Чтобы обрести опору, люди ищут спасения в сигаретах, алкоголе, наркотиках и прочих способах. Но в результате попадают в кабалу новых маятников. Опору можно всегда найти в себе самом, если проснуться и осознать, как создана проблемная ситуация. Проблема создана маятником. В этом нет ничего страшного. Опасность исходит не от самой проблемы, а от вашего отношения к ней. Если приняли важность проблемы, значит отдаете энергию маятнику. Важно осознать, что в любой проблемной ситуации маятник требует от вас либо напрячь силы и бороться, либо опустить руки и податься унынию. Нельзя делать ни то, ни другое. Но ведь опоры нет, стержень уверенности потерян, как же быть? Опору вы найдете в осознании того, что понимаете, как маятник пытается подчинить вас себе и вытянуть энергию. Казалось бы, как может помочь и ободрить простое знание? Очень даже может. Надежда – это тоже знание о том, что не все потеряно и выход есть. Понимание механизма проблемной ситуации имеет такой же вес, как и надежда. Вы уже не марионетка и не бумажный кораблик. Сами можете понять, что происходит, и можете сознательно ухмыльнуться про себя и сказать: «Нет, маятник, я не отдам тебе энергию. Я прекрасно понимаю, что тебе надо и как ты пытаешься меня зацепить. Ничего не выйдет. Тебе не удастся навязать мне важность проблемы. Я имею право выбирать, и я выбираю свободу от тебя». В жизни каждый совершает массу ошибок, о которых потом приходится сожалеть. Вы можете подумать, что зашли уже слишком далеко от своей прежней цели. Не все потеряно, трансерфинг поможет выправить ситуацию. Даже если прежняя цель объективно закрылась, вы можете найти новую. Ваша цель не единственна, поэтому в любом возрасте есть шанс, и его надо использовать. Ошибки, которые вы совершили, являются вашим капиталом. Если примете такую позицию, то вас ждет блестящий успех. Все люди, добившиеся успеха, прошли через целый лес неудач. Недаром говорится: за одного битого двух небитых дают. Всем выдающимся личностям, добившимся успеха, пришлось пройти через все тяжкие. Просто эта сторона их жизни не очень-то афишируется. Так что, если совершили большую ошибку и подверглись неудаче, радуйтесь, вы на пути к успеху. Если же будете заниматься самобичеванием, ныть и жаловаться на жизнь, неудачи будут повторяться снова и снова. Весь ненужный, с вашей точки зрения, опыт вам обязательно пригодится на целевой линии жизни. Апатия уходит, когда появляется новая надежда. Животные или люди, бредущие по пустыне и уже выбившиеся из сил, забывают об усталости, если увидят на горизонте оазис. Представьте себе муху, которая бьется о стекло, в то время как рядом открыта форточка. Всю жизнь мухи вдалбливали в голову, что если видишь цель, то нужно лететь прямо к ней. Она видит цель и бьется о стекло, а результата никакого. То же самое происходит с вами, когда не понимаете, как достичь цели, лишены выбора и вынуждены довольствоваться тем, что имеете. Но теперь, когда вы знаете, что форточка все же существует, она рядом, даже если ее не видно, у вас появляется надежда. А когда есть надежда, освобождается энергия намерения. Надежда нужна для того, чтобы начать действовать. Начните действовать, и вы увидите, как яблоки упадут в небо. Когда надежда свое отработает, к вам придет осознание свободы выбора. Вот тогда вы себе скажете: «Я не хочу и не надеюсь, я намерен».